Друзья мои, всем здравствуйте! Сегодня очень необычный ролик, не такой нестандартный, да, далеко от моей тематики основной. Извините, я говорю в нос, у меня насморк, так уж получилось, но не корона, бро, если что. Значит, немножко он отличается от тех роликов, которые вы привыкли видеть на моем канале, но мне кажется, что он будет очень полезен всем тем, кто и пользуется услугами такси, и услугами тарифа курьер, и всем тем, кто работает по тарифу курьер. Сегодня у меня в гостях, мы лицо специально не показываем человеку, да, чтобы Яндекс не сотворил с ним какие-нибудь нехорошие вещи. Вот, это водитель из нашего парка, условно будем называть его Василий. Вот, он работает по тарифу курьер, только по тарифу курьер, на автомобиле, который не подходит под работу в такси. Скажем так, это отечественный автомобиль марки ВАЗ, правильно? Да. Окей. Значит, он сначала мне рассказал это все в приватной беседе, и я подумал, что будет интересно всем услышать это, что это будет всем интересно услышать. Вот, поэтому послушайте, посмотрите, я думаю, что ролик будет для вас очень сильно полезным. Итак, Василий, значит, ты у нас работаешь только, как я уже сказал, по тарифу курьер, правильно? Верно. Отлично. То есть, как давно ты работаешь в тарифе? Я работаю примерно с лета, то есть, когда начался этот карантин, то есть, все вот эти месяцев 8, да, уже? Ситуации, да, с карантином связаны. То есть, доход был неплохой, все было хорошо, вот, то есть, никаких ситуаций таких не происходило, а сейчас вот на данный момент как-то стало уже, небезопасно работать, потому что бывают недобросовестные люди, так, которые... Я тебя перебью здесь. Давай мы начнем с того, как ты мне рассказывал, чтобы была хронология. Значит, я помню, как ты говорил мне один раз о том, что тебя через какое-то время работы остановили ДПСники с ОМОНом. Расскажи про этот случай. Было дело. Я, в общем, взял заказ. Примерно где-то с Купчино ехал. В общем говоря, часа в 3 ночи. Вот. Человек мне передал пакет. Я что-то не посмотрел, что в пакете, в общем говоря. И на въезде в Кудрово меня остановили гаишники со спецназом, решили спросить, что в пакете. Но я сказал, что я не знаю, что я доставщик. Вот. Мне объяснили, что ты обязан проверять пакеты, мало ли что там может быть. То есть вот, и слава богу, что ничего не оказалось, и меня просто отпустили. Так что вот. Но на основе этого вот случая ты потом смекнул, что имеет смысл все-таки смотреть, что ты везешь, правильно? Да, обязательно нужно проверять, смотреть, что ты везешь, смотреть на поведение человека, на личность в целом. То есть, если ты видишь, что человек, который передает тебе какую-то посылку мутный, условно назовем его мутным, да, то есть по движухам всегда видно, что из себя человек представляет, да, то есть, если это выходит бабушка и передает вязаный свитер, да, для внука, скажем, вряд ли ты будешь его смотреть, да, вот, а если выходит такой, скажем так, асоциальный тип, или типша, то, соответственно, надо быть внимательным. А теперь расскажи как раз про те моменты, которые вот у тебя всплывали в итоге. В общем, были еще пару ситуаций, когда я смотрю, что человек мутноватый, как так сказать, вот, и беру от него посылку, спрашиваю, а что там? Он говорит, вещи, просто вещи. То есть я беру пакет, говорю, ладно, хорошо. То есть сажусь в машину, дальше проверяю. И, соответственно, получается так, что в карманах этих вещей находятся какие-то запрещенные вещества. Вот, то есть ситуация не раз такая уже была, но несколько раз точно. Вот расскажи, как ты вот именно с бутылкой пива, там ты мне рассказывал историю, да, в коробке из-под фена. В общем, была одна ситуация. Приехал по заказу, вышла пара, женщина и мужчина. Передают коробку мне из-под фена. Я говорю, а что в коробке? Они говорят, просто вещи. Я говорю, показывайте, что за вещи. Я говорю, запрещенного нельзя возить там и так далее. Вот. Они говорят, ничего у нас запрещенного нет, просто бутылка пива. Что вот якобы муж, в общем, злой у подруги, нужно передать баночку пива, вот ей расслабиться. Я говорю, ладно, хорошо, главное, чтобы ничего запрещенного не было. Вроде как бы расслабился, сел в машину, решил заново проверить. То есть достал эту банку пива, а под банкой пива находился, наркотик, получается. А что там было? Находился примерно где-то около грамма гашиша находилось. Просто в пакете, в прозрачном? Да? Как сказать, не в пакете даже, а в инструкции из-под фена было смотано. То есть не посмотришь вот так. И... понятно. Да. И что ты сделал в итоге? Я взял, выкинул и отвез просто банку пива.
Понятно. Скажи, пожалуйста, а теперь ты... Нет, теперь, ну, скажем, не теперь. Ты можешь реально предложить какой-нибудь вариант Яндексу, да, чтобы были как-то застраховаться от этих историй всей. Ну, какой-нибудь вот момент, я не знаю, там, ну, вот, может быть, я не знаю, ты там подписываешь какую-то бумагу, что все, что ты передаешь, ну, чтобы, ты понимаешь, да, чтобы не было никаких претензий, да. Что ты все, что ты везешь, да, это все на, так скажем, на совести клиента и Яндекса. Не могу сейчас я придумать что-то, но вот ты можешь что-то придумать такого? Ну, в принципе, так как с нашими законами ничего такого не придумаешь, можно придумать, отключить функцию частные заказы, чтобы, то есть, возить только от компании, от фирм, чтобы все было надежно, чтобы была накладная и так далее. То есть, чтобы, допустим, если ты не хочешь так попасться с такими моментами, не возить частные заказы. Ну, то есть физические лица, чтобы не участвовали, в доставке. Скажи, а какова доля именно вот частных заказов, как ты говоришь? Ну, когда как, в принципе, в ночное время суток частенько вот такие вот непонятные частные заказы, да, и кадры, и то есть как-то рискованно и непонятно, что везешь. Ну, сколько их вот за месяц? 20%, 30%, половина? За месяц где-то 20%, я думаю, есть. Ну, то есть, если, например, их убрать, то ты не сильно расстроишься? Ну, да, я думаю, не сильно, потому что, в принципе, есть другие компании, как вот, допустим, Яндекс.Еда, Вкусвилл, то есть эти заказы возить, и, в принципе, ну, в минус большой не уйдешь с частниками. Угу. Окей. И такой тогда, знаешь, еще вопрос, который интересует многих, под занавес, скажем так, да. Еще раз хочу сказать, чтобы все обратили внимание, да, на все ситуации. То есть вот периодически в ночное время физические лица, частные заказы, не от организации, что-то вам передают, будьте внимательны, бдительны, я не знаю. Я не могу что-то посоветовать, да, это на каждом, скажем так, на совести каждого водителя. Смотреть эти вещи, не смотреть, там, рыться в них, не рыться. Все равно могут быть там ситуации, когда ты можешь не найти тупо, да, какое-нибудь двойное дно, там, тройное дно, в подкладку зашьют, еще что-то. Ну, то есть, если человек мутный и что-то вам дает, мне кажется, лучше просто отказаться, сказать, что не повезу. Ну, мне так кажется. Хотя могут быть проблемы, опять же, с Яндексом, но надо будет объяснять, что время ночное, люди мутные, непонятные. У меня был на канале есть ролик, не знаю, если найду, ссылку прикреплю. Я работал еще по Гету. У меня там не было тариф доставка, там просто человек, значит, вызывает такси, вечер тоже, ночь, и дает мне вот такую вот, ну, я не знаю, бумажку скрученную там изолентой прозрачной. Подходит вот так сюда, к окну, и говорит, надо вот отвезти по такому-то адресу. Я смотрю, ну, палево реальное. Ну, то есть, вот у человека вот, ну, просто палево. Человек на меня смотрит. Я не беру в руки, он смотрит на меня. Я говорю, я не повезу это. Типа, я не знаю, что это. Он говорит, да это не наркотики, типа, это сим-карта. Я говорю, слушайте, давайте открывайте, показывайте. Он говорит, типа, я упаковал плотно. Я говорю, ну, значит, распаковывайте. В общем, мы там мяли, жали сиськи. В итоге человек отколупал это все, разорвал. Это там реально была сим-карта. Но там же могла быть и не сим-карта. Верно. Понимаешь, да? И понятное дело, что это очень дешевый, так скажем, верблюд, который там с одного конца города на другой тащит себе статью на 10 лет. Верно. Да? И, так скажем, дешево и сердито, что называется. Поэтому будьте осторожны, не ведитесь на это никогда. Последний вопрос, как я сказал, к тебе. Скажи, пожалуйста, всем будет интересно, особенно те, у кого есть машина, но не подходит под работу в такси, есть вариант работать курьером. Сколько ты работаешь и сколько ты зарабатываешь? Ну, работаю около 8 месяцев, как раньше, вот как до этого. Не, сколько ты работаешь часов в день, дней в неделю, и сколько ты зарабатываешь в месяц? Как правило, часов где-то около 10-12 часов в день. Так. Зарабатываю где-то около 3-3,5 тысяч. Ты скажи сейчас чистыми, за вычетом всех комиссий и всего бензина. Ну, вот с вычетом около 2-2,5 выходит. В день? Когда как, то есть, в принципе, в праздничные дни можно и больше. То есть, в выходные праздничные дни всегда нужно выходить. И желательно, конечно, в дневное время суток. Ну, то есть, свои 50-60 тысяч в месяц ты вывозишь? Да, наверное, да. Чаевыми балуют? Ну, редко, но бывает. То есть, бывают такие люди, что дают чаевые, в принципе. Редко, но есть. Угу. Ну, в целом, скажи, вот в плане альтернативы, да, работы, там, я не знаю, ну, какой-то альтернативы, ты рассматриваешь какую-то, или сейчас тебя все устраивает вполне, ты как бы, ну,
условно говоря, доволен Ну, в принципе, тем, что есть. В принципе, доволен тем, что свобода действий, то есть я могу взять себе выходной, могу не взять выходной, могу поработать больше, могу меньше. То есть, в принципе, я сам себе предоставлен, поэтому меня это устраивает, что у меня есть какая-то свобода действий. То есть, Свободный график. да. То есть свободный график. Захотел выходной, взял выходной. Захотел поработать, поработал. То есть, соответственно, можно хоть там 7 дней в неделю работать, тогда будет... Можно вообще не работать. А можно вообще не работать, если все хорошо. Я понял. Ладно, Василий, спасибо тебе большое. Мы будем заканчивать, чтобы вас не утомлять. Еще раз, будьте бдительны и осторожны, кто работает в тарифах курьер. Если вы еще думаете о том, работать ли в такси по тарифу курьер, грузовой, неважно, мы вас подключим, если вы хотите. Таксопарк Такси Хайп. В описании к ролику будут наши координаты. Пишите в WhatsApp, мы подключим вас моментально. И у вас, неважно, в какой части России вы находитесь, и мы обязательно будем платить вам деньги каждый день. То есть моментальные выплаты. Поэтому приходи и в нашу команду. Подписывайтесь на наш канал обязательно, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик. Нам это очень-очень сейчас важно. Спасибо, что смотрели. Если понравился такого плана ролик, то мы обязательно будем делать с водителями из нашего парка, если есть какие-то интересные темы, которые можно обсудить. Пишите комментарии по этому поводу. Если будет интересно, мы будем это делать. Еще раз прошу прощения за свой насморк. Весенняя погода в Питере. Спасибо тебе, Вась. Не за что. Все, пока.